Какие авто стоят в гаражах самых богатых людей мира? Ведь они могут позволить себе абсолютно все. Я собрал для вас самые удивительные автомобили, которые выбирают миллиардеры для личного пользования. Поверьте, вы сильно удивитесь. А наконец, оставил самого отчаянного богача, который собрал 5000 суперкаров в своем гараже. Представляете? Билл Гейтс. Но начну с классики списка Forbes и человека, которого знает каждый. Гараж Билла Гейтса – это не просто коллекция автомобилей, это отражение его личности, которая одновременно загадочна и многогранна. Компьютерный гений и один из самых богатых людей планеты известен своей страстью к уникальным автомобилям. Его автомобильная коллекция включает как классические, так и современные модели, каждая из которых рассказывает свою историю о его вкусах и предпочтениях. Porsche 959 Sport – одна из самых редких моделей Porsche, которая была запрещена к ввозу в США из-за экологических норм. Гейтс боролся за право импортировать этот автомобиль в течение 13 лет и выиграл судебный процесс. Представляете? Porsche 911 была любимой машиной Гейтса в конце 1970-х и начале 1980-х, что неоднократно приводило его к проблемам с законом из-за превышения скорости. А так и не скажешь, что Билл был хулиганом. Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo стал первым электромобилем в коллекции Гейтса, который он считает лучше, чем Теслы, что вызвало неприязнь Илона Маска. Ferrari 348 ценится коллекционерами как последняя модель, созданная под руководством Энцо Феррари, была куплена Гейтсом для повседневной езды. Rolls-Royce Ghost – это младшая модель Rolls-Royce, цена которой в США начинается от $340 тысяч. BMW 760 Li – бронированный автомобиль, стоит особняком в этой пестрой коллекции. Тачка для деловых переговоров. Ну и куда без американской классики. Chevrolet Suburban – огромный внедорожник, который Гейтс держит в Сиэтле для каждодневных поездок, который в свое время стоил чуть более $15 тысяч. Скромненько, правда? Марк Цукерберг. Но давайте к более молодому и аскетичному миллиардеру. Марк Цукерберг – один из самых богатых людей планеты с состоянием около $70 миллиардов, славится своим скромным образом жизни. Он избегает демонстрации своего богатства, предпочитая простоту во всем, включая одежду и автомобили. В его автопарке находится несколько машин, которые отражают его практичный подход к жизни. Среди них Volkswagen Golf MK6 GTI – спортивный хэтчбэк с передним приводом. Модель оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 235 лошадиных сил и разгоняется до 100 км в час за 6,6 секунды. Стоимость такого авто составляет около $30 тысяч, что делает его доступным для многих автолюбителей. Honda Fit, другой автомобиль в его коллекции, является еще более бюджетным вариантом. С его 1,5-литровым мотором мощностью 110 лошадиных сил этот автомобиль вполне подходит для повседневного использования без привлечения лишнего внимания. Acura TSX – это седан премиум-класса с двигателем на 3,5 литра и мощностью 280 лошадиных сил. Этот автомобиль также отражает предпочтение Цукерберга к комфорту без излишеств. А есть что помощнее? Infiniti G, построенный на базе Nissan Skyline, сочетает в себе высокие стандарты безопасности и комфорта. С мотором 3,7 литра и максимальной мощностью 333 лошадиные силы он предлагает отличные ходовые характеристики. И, наконец, Pagani Huayra – самый дорогой и эксклюзивный автомобиль в его коллекции. Это спортивное купе S-класса с задним приводом и двигателем объемом 6 литров мощностью 700 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час занимает всего 3 секунды, а максимальная скорость достигает 370 км в час. Хороший такой разброс. Илон Маск. А на чем ездит гений современности Илон Маск? Неужели только Тесла? Его первым автомобилем был BMW 320 1978 года, купленный за $1000 по современному курсу. Эта модель стала началом линейки BMW третьей серии и славилась своим двухлитровым двигателем мощностью в 109 лошадиных сил. Интересно, что после 2 лет использования машина попала в аварию. Затем Маск приобрел Jaguar и 1900
1967 года выпуска после продажи своей первой компании Zip2. Этот английский спорткар, признанный одним из самых красивых в мире, сочетал в себе великолепный дизайн и мощные ходовые качества с 5-литровым двигателем мощностью в 314 лошадиных сил, разгоняющим автомобиль до 100 км в час за 7 секунд. Сегодня его рыночная стоимость составляет около 10 миллионов рублей. Также в его коллекции был Макларен F1, который Маск разбил во время демонстрации его возможностей. Этот британский спорткар стоил около $1 миллиона и отличался футуристическим дизайном. Следующим в списке стал Audi Q7, современный кроссовер, который выделяется своей надежностью и стильным внешним видом. Автомобиль оценивается в 4 миллиона рублей и способен разогнаться до 100 км в час за 6 секунд. Porsche 911 Cabrio, известный своими динамичными характеристиками и элегантным дизайном, также занимает место в автопарке Маска. Этот кабриолет может развивать скорость до 310 км в час, а его стоимость в максимальной комплектации достигает $200 тысяч. Lotus Esprit, другой знаменитый спорткар, прославился благодаря фильмам о Джеймсе Бонде. Он был приобретен Маском на аукционе за $997 тысяч. И, наконец, Хаман BMW M5 – это мощная модификация BMW 5 серии с 567 лошадиными силами под капотом, которая разгоняется до 100 км в час всего за 4 секунды. Этот автомобиль стоит от $100 тысяч. Как видите, гараж очень разношерстный. Уоррен Баффет. А это Уоррен Баффет, известный своим консервативным подходом к расходам и инвестициям, но очень скромный в выборе автомобилей. Несмотря на огромное состояние, оцениваемое в $88 миллиардов, Баффет известен своей экономностью и практичностью во всех аспектах жизни. Что у него в гараже? До 2014 года Баффет водил Cadillac DTS 2006 года выпуска, который заметно устарел по тем временам. Однако решение о покупке нового автомобиля пришло не от самого Баффета, а было навязано его дочерью Сьюзи, которая сказала, что стыдно передвигаться на такой машине. В итоге Баффет обновил свой автопарк, приобретя Cadillac XTS 2014 года за $45 тысяч, что все еще считается скромной суммой по меркам мультимиллиардера. Удивительно, правда? Сергей Брин. Ну и куда без IT-гигантов? Сергей Брин, соучредитель Google, известен не только как один из ключевых игроков в технологическом мире, но и как сторонник передовых инноваций в автомобильной индустрии. Родившись в 1973 году в Москве, Брин переехал в США в возрасте 6 лет, где впоследствии поступил в Стэнфордский университет. Его образовательный и карьерный путь привели к созданию Google в 1998 году вместе с Ларри Пейджем. Спустя 2 десятилетия, к 2018 году его состояние оценивалось более чем в $20 миллиардов, а по данным на сегодня его состояние превышает $50 миллиардов. В личной жизни Брин известен своей страстью к электромобилям, что неудивительно, учитывая его дружбу с Илоном Маском. Один из его любимых автомобилей – это Tesla Roadster. Этот электромобиль оснащен двигателем мощностью 291 лошадиную силу и задним приводом, способен разгоняться от 0 до 100 км в час за 3,7 секунды и достигать максимальной скорости 201 км в час. Модель штучная и не выходившая в серийное производство. Также известно, что Брин владеет Tesla Model X, подчеркивающим его интерес к инновационным транспортным решениям и устойчивому развитию. Ларри Пейдж. Ну и раз упомянул Ларри Пейджа, давайте заглянем и к нему в гараж. Как и говорил, он тоже соучредитель Google и генеральный директор Alphabet Inc. и известен своими инновационными подходами не только в технологиях, но и в личных принципах. Несмотря на то, что его годовой оклад составляет символический $1, его состояние оценивается в $50 миллиардов. Это позволяет ему не зависеть от зарплаты и вести жизнь в соответствии с его убеждениями и ценностями. Ларри Пейдж активно поддерживает развитие устойчивых технологий и инвестирует в такие проекты, как электромобили Tesla. Однако для личного использования он выбирает Toyota Prius. Этот выбор отражает его стремление к экологичности и эффективности. Toyota Prius, являясь одним из самых популярных гибридных автомобилей, сочетает в себе надежность, экономичность и относительно доступную стоимость, делая его идеальным вариантом для тех, кто ценит устойчивое развитие. По словам Ларри, эта машина полностью удовлетворяет все его запросы, и он не видит смысла гнаться за понтами. Чего не скажешь про следующего парня, ведь это его работа. Ральф Лорен.
Ральф Лорен, американский модельер, известен не только как создатель одноименного роскошного бренда, но и как страстный коллекционер редких автомобилей. Его вклад в мир моды включает изобретение таких классических элементов гардероба, как рубашки поло и женские рубашки в мужском стиле, а также управление одним из крупнейших модных лейблов. В его впечатляющем автопарке находятся такие раритеты, как Bentley Blower 1929 года, который демонстрирует его уважение к автомобильной классике. Коллекция также включает в себя легендарные Ferrari 250 GTO 1962 года и Ferrari 250 Testarossa 1958 года, а также роскошный McLaren F1LM 1996 года. Особое место занимает Mercedes-Benz Trossi SSK 1930 года, который Лорен приобрел не без труда. Однако особую гордость и любовь Лорена вызывает Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe 1938 года, разработанный сыном основателя марки, один из всего 3 существующих экземпляров. Эксперты оценивают стоимость его коллекции автомобилей, которая насчитывает около 70 уникальных и необычных моделей в $400 миллионов. Эти автомобили не только украшения его гаража, но и активно используются Лореном в модной индустрии. Он даже проводил показы своих коллекций одежды в личном гараже, где дорогие наряды гармонировали с эксклюзивными автомобилями, создавая неповторимую атмосферу роскоши и стиля. Но даже этот автопарк вам покажется детским лепетом, если сравнить его с тем, что будет дальше. Джефф Безос. Вот на чем ездит человек, который несколько лет подряд был на вершине списка Forbes. Джефф Безос, несмотря на свое огромное состояние, известен своим скромным образом жизни, особенно в отношении автомобилей. Долгое время он оставался верен своему Honda Accord 1996 года, который стоил всего $2000 и служил ему верой и правдой вплоть до 2013 года. Представляете? Этот выбор подчеркивал его прагматичный подход к жизни и предпочтение функциональности перед роскошью. Однако со временем в его автопарке появились значительно более дорогие и эксклюзивные модели, что свидетельствует о разнообразии его вкусов в автомобилях. Среди прочих, в его коллекции находится Ferrari Pininfarina Sergio, оцененный в $3 миллиона и являющийся одним из самых доступных эксклюзивных автомобилей Безоса. Еще один автомобиль в его владении – Bugatti Veyron Mansory с максимальной скоростью 407 км в час и стоимостью $3,4 миллиона, который демонстрирует его любовь к скорости и роскоши. В Motors Lycan Hypersport за $4 миллиона добавляет в его коллекцию нотку экзотики с его роскошными материалами и футуристическим дизайном. Также в его автопарке есть Koenigsegg CCXR Trevita за $4,8 миллиона, который является одним из самых быстрых автомобилей в мире, и Lamborghini Veneno за $5 миллионов. А как скромно все начиналось. Бернар Жан-Этьен Арно. А на чем ездит поставщик понтов для всего мира? Бернар Жан-Этьен Арно, глава ЛВМ и один из самых богатых людей в мире, известен своим изысканным вкусом не только в моде, но и в автомобилях. Его автопарк отражает предпочтение комфорту, элегантности и мощности. Среди его любимчиков Rolls-Royce Ghost, элегантный автомобиль с 6-литровым двигателем V12 и двойным турбонаддувом, который развивает 557 лошадиных сил и 850 ньютон-метров крутящего момента. Также в его коллекции есть Rolls-Royce Dawn с похожими характеристиками и изящным дизайном. Bentley Bentayga добавляет вариативность с его 6-литровым двигателем WV12 Twin Turbo и мощностью в 626 лошадиных сил, что делает его одним из самых мощных внедорожников в его гараже. Кроме того, Арно владеет Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 серии, каждый из которых оснащен 4-литровым двигателем Twin Turbo V8, предлагая сочетание роскоши и производительности, идеальное для деловых поездок. Его Cadillac Escalade с 6-литровым 2-литровым двигателем V8 Supercharger завершает этот список, предоставляя впечатляющую мощь и простор для семейных или групповых поездок. Эта коллекция автомобилей не только подчеркивает его статус, но и отражает его требовательность к качеству и комфорту. Султан Брунея.
А помните, я обещал действительно безумную коллекцию? Султан Брунея Хасанал Балкиах, обладатель огромного состояния благодаря правлению в одной из самых богатых нефтью стран, известен своей невероятной коллекцией автомобилей. Его четырехколесная империя включает в себя не менее 5000 машин, размещенных в роскошных гаражах. Султан увлекается коллекционированием с действительно невероятным размахом. Он не имеет никаких финансовых ограничений. В его владении 300 различных моделей Феррари, более десятка Макларен F1, которые припаркованы в каждой резиденции Болкеха, а еще 600 Rolls-Royce и 20 Koenigsegg. Это мы не говорим про тысячи других автомобилей всех марок мира, которые как-то приглянулись султану. Эта коллекция оценивается практически в 6 миллиардов долларов, делая ее самой дорогой в мире. Сложно сказать, что руководит султаном. Вряд ли он сдувает пылинки с авто и помнит каждую модель в своем гараже. Скорее, просто демонстрирует степень своего богатства. А какая машина вам больше всего понравилась? Пишите в комментариях. Кстати, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или занимаетесь озвучкой, то переходите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать. И спасибо за просмотр.